Victim blaming или обвинение жертвы. Это такая ситуация, когда жертва абьюза обвиняется в том, что она сама виновата, что она жертва. Обвиняет жертву абьюзер, обвиняет общество. Собственно, victim blaming бывает очень разный. Бывает даже, что жертва сама себя как бы обвиняет в том, что она сама виновата, что она стала жертвой, когда никто другой ее не обвиняет. В этом видео мы разберем, что такое victim blaming, собственно, какой он бывает, какие формы принимает. Соответственно, разберем также, как избавиться от victim blaming, как этому противостоять. Это очень трагично, когда жертва абьюза, которая и так уже перенесла абьюз, потом еще и терзается какой-то виной, которую ей навешали окружающие, и, то есть, получается, ее страдания как бы продлеваются в такой ситуации. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр, психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем, что такое victim blaming, как он выглядит и как, в общем-то, ему противостоять. Если вам тема кажется интересной, ставьте лайк под видео, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. И мы незамедлительно начинаем. Итак, прежде всего, самое такое очевидное, самое распространенное, это жертва абьюза обвиняется самим абьюзером. Он как бы таким образом как будто бы оправдывается, перекладывает ответственность за то, как он вел себя по отношению к жертве на нее. То есть ты сама виновата, что ты меня спровоцировала, что я был грубым. Ты сама виновата из-за того, что ты опоздала, из-за этого я на тебя сорвался. Или там, скажем, если он там руки распускал, то ты опять же ты виновата, зачем ты продолжала со мной спорить, ты же видишь, что я киплю, ты же видишь, что у меня просто я уже на грани, почему ты не ушла, почему ты не замолчала, ты сама виновата, что я сделал то, что я сделал. То есть человек не может быть ответственен за действия другого человека, если это не его ребенок или не тот, над кем он является опекуном. Это факт такой. То есть, если ты находишься в отношениях с другим человеком, это человек не какой-то лишенный дееспособности, а собственно, взрослый человек, у которого есть паспорт, право подписывать бумаги, все, что он делает, это его ответственность. И если он, опять же, делает что-то против вас, то это тем более его ответственность, а не ваша ответственность. Это очень важно понимать. К сожалению, часто бывает так, что у нас в обществе есть очень много таких социальных установок из прошлого, что женщина не должна выносить ссоры из избы, что бьет, значит любит и прочие вещи, которые, собственно, как бы поддерживают этот victim blaming даже внутри самой женщины. Мы все помним, что часто абьюзерами бывают нарциссы, а нарцисс — это человек, который в близких отношениях проявляет свое разрушительное какое-то воздействие, а в таких более социальных, более далеких отношениях они, как правило, выглядят хорошо. То есть это человек, который занимает какие-то позиции, какой-то выглядит успешным, выглядит каким-то, нормальный, адекватный человек. Соответственно, часто бывает так, что нарцисс, так сказать, работает с окружением своей жертвы, предположим, своей женщины, и все знакомые, родственники, прочие какие-то друзья, они к нему относятся хорошо. То есть он хорошо выглядит в их глазах, потому что это для нарцисса очень важно выглядеть хорошо в глазах других людей. И о том, что происходит у них, когда они остаются вдвоем, они не знают. И получается, что все эти знакомые, друзья, часто родственники, они также могут, например, обвинять жертву в том, что она виновата. Потому что с их стороны это так выглядит, что он такой прекрасный, а она почему-то постоянно жалуется, постоянно какая-то грустная, ходит печальная, что-то с ней не так, наверное, это у нее какие-то внутренние проблемы. И она говорит, что он что-то сделал по отношению к ней. наверное же, она сама виновата, наверное, она сама спровоцировала. Бывает так, что, так сказать, victim blaming подводят откуда не ожидали. У многих женщин, которые стали жертвами абьюза, есть одна, две, несколько доверенных подруг, которые знают о том, что происходит в этих отношениях. То есть они, так сказать, не ослеплены этим блеском нарцисса, они знают, как он ведет себя с этой женщиной, потому что она им рассказывает, это какие-то доверенные близкие подружки. Но они часто для того, чтобы самоутвердиться, начинают ей говорить о том, что ты знаешь, я бы вообще-то с самого начала понимала, что он такой. Я и тебе про этого говорила, что по нему ясно было, что он такой нарцисс, что он будет так себя вести. Или что я бы в такую ситуацию никогда бы не попала. То есть получается, что когда женщина говорит своей подруге о том, что такое со мной произошло, там вместо того, чтобы как-то, с позиции какой-то эмпатии как-то принять, контейнировать ее эти эмоции, то есть как-то разделить их, начинает по сути самоутверждаться за счет своей подруги и говорит, что ты знаешь, я бы сразу поняла, в чем здесь дело, это ты такая недальновидная, как бы сама виновата, что ты не рассмотрела, что это за человек. То есть victim blaming, она ее обвиняет. Бывает так, что психологи неосознанно, как-то косвенно тоже занимаются victim blaming, в том плане, что женщина приходит к специалисту, говорит о том, что я пережила травматические отношения, я находилась в абьюзе, я была получается, оказалась в роли жертв. И бывает, что психолог, из благих намерений, как ему кажется, старается, высветить всю эту ситуацию и идет в поиск вторичных выгод. То есть, в чем вам было важно, почему вы так долго находились в этих отношениях, когда абьюзер по отношению к вам так себя вел, почему вы сразу из них не вышли, какие были возможные ваши вторичные выгоды.
С одной стороны, вот чисто логически такой ход вроде бы как и правильный, но он правильный только в ситуации, если женщина уже это пережила, и если она сама готова туда идти. Часто бывает так, что когда женщина приходит к специалисту, все, что она слышит, это что психолог начинает ей объяснять о том, что на самом деле твоей вины здесь тоже достаточно много, твоей ответственности здесь тоже достаточно много, и женщина чувствует, что значит, абьюзер меня обвинял, подруга меня обвиняла, какие-то родственники все считают, что я виноват, и психолог то же самое говорит. Соответственно, наверное, действительно, я сама себе что-то накрутила, никакой то не абьюз, я его сама просто провоцирую, такая я плохая, такой человек, я вот так людей провоцирую, они так себя ведут, а потом, получается, я их на них напраслину навожу. То есть, получается, опять же, женщина находится, опять же, еще раз под действием victim-blaming. Ну и я, собственно, также, чтобы не отставать от всех психологов, также хочу поговорить о том, как часто женщины сами себя обвиняют. Это очень такой щекотливый вопрос, и здесь я вас прошу быть очень осторожными. То есть я не хочу сказать, что если женщина оказалась в абьюзивных отношениях, то она сама виновата, ни в коем случае. Но часто бывает так, что женщина, находясь в абьюзивных отношениях, и когда она слышит все эти фразы, что ты сама виновата, что ты меня спровоцировала, она начинает сомневаться. Вот в этом месте происходит ошибка. Она начинает думать, может быть, действительно я сама его спровоцировала. Может быть, действительно он флиртует с другими женщинами, и мне от этого неприятно, потому что я себя как-то веду недостаточно ярко. Может быть, я виновата, что я, например, поднимаю вопросы, когда ему неудобно их обсуждать, и он начинает на меня кричать, меня оскорблять. Может быть, я виновата, что он меня ударил, когда он пришел немножко, скажем, подвыпивший, потому что я ему, упрекнула. Может быть, мне не нужно было так себя вести. Понимаете? То есть здесь очень важно еще понимать, что иногда все мы, и в частности женщины, являющиеся жертвами абьюза, занимаются таким само-виктим-блеймингом. И здесь очень важно понимать, что есть ваша ответственность за то, что делаете вы, и есть не ваша ответственность за то, что делают по отношению к вам. То есть вы не можете брать на себя ответственность за то, что другой человек по отношению к вам ведет себя, скажем, плохо. Потому что это не вы делаете, а он делает. Это вот эти вещи очень важно разделить. Поэтому если вы понимаете, что вы оказались в отношениях, в которых вы по факту вроде бы часто бываете жертвой, то вам нужно с этим работать. Вам нужно понимать, как обеспечить свою безопасность, как перестроить эти отношения. В некоторых отношениях бывает так, что можно их изменить так, чтобы вы, сохранив отношения, вы перестали быть в них постоянной жертвой. Иногда бывает, что проще эти отношения разорвать, потому что там работы просто очень много, и, предположим, другая сторона вообще никак не настроена работать. Но очень важно, чтобы вы не позволяли другим людям, которые, многие из них, формально с благими намерениями, навешивают на вас ответственность, навешивают на вас вину за то, что вы как будто бы сами оказались в позиции жертвы. То есть это неправильно. Вам очень важно эти вещи отделять для того, чтобы вы смогли смотреть на ту ситуацию, в которой вы находитесь, более таким ясным, прозрачным взглядом. У вас бывали такие ситуации, что какой-то человек по отношению к вам вел себя нехорошо, как-то вас просто абьюзил, а потом пытался как-то ответственность за это перевести на вас, что вы виноваты, что так получилось. Пожалуйста, если у вас были такие примеры, напишите их в комментариях. Для меня очень важно, когда вы пишете свои жизненные примеры. Это, такие вещи не придумаешь, и я их использую потом для записи новых видео. И мы сможем с вами их, конечно, обсудить в моих будущих эфирах. Также, чтобы, собственно, не пропустить эфиры, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы будете, когда я буду выходить в эфир, у вас будет приходить уведомление, вы будете сразу подключаться. Собственно, если вам эта тема кажется важной, видео нравится, ставьте лайк, поделитесь видео в своих соцсетях, чтобы ваши друзья смогли посмотреть его. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.